Некоторые президентские автомобили ломались в самый неподходящий момент, другие вызывали недоумение своим странным дизайном, а третьи и вовсе оказывались не такими безопасными, как должны были быть. Можете ли вы представить, что лимузин главы государства застревает на ровном месте, или что в основе президентского авто лежит обычный пикап? Погружаясь в мир президентских кортежей, мы часто представляем себе несокрушимые крепости на колесах, символы власти и передовых технологий. Но позвольте мне приоткрыть завесу над менее блестящей стороной этой истории. Бывали времена, и не так давно, когда выбор транспортного средства для первого лица государства вызывал, мягко говоря, вопросы, а иногда и откровенное недоумение. Я говорю о машинах, которые по ряду причин вошли в анналы истории не как образцы инженерной мысли, а как примеры неудачных решений, технических казусов или просто несоответствия высокому статусу пассажира. Представьте себе разочарование, когда автомобиль, призванный демонстрировать мощь нации, внезапно глохнет посреди оживленной улицы, как это случилось однажды с кортежем американского президента прямо в Европе. Или вообразите попытку совместить утилитарность пикапа с роскошью президентского лимузина, что привело к созданию одного из самых непрактичных и коммерчески провальных автомобилей в истории люксового сегмента. Я имею в виду печально известный Lincoln Blackwood, который продержался на конвейере чуть больше года. Эти машины, будь то из-за своей ненадежности, сомнительной безопасности, абсурдной концепции или репутационных потерь, напоминают нам, что даже на самом высоком уровне случаются ошибки и просчеты. Мы начнем наше путешествие именно с таких экземпляров, с автомобилей, которые заставили мир усомниться. И на этом действительно ездят президенты. Эти истории полны иронии, неожиданных поворотов и служат ярким контрастом к современным бронированным гигантам, о которых мы поговорим позже. Приготовьтесь удивиться, а может и посочувствовать. Хрупкая броня ранних лидеров. На заре автомобильной эпохи уязвимость путешествовала рядом с первыми лицами. Когда я всматриваюсь в старые фотографии первых президентских автомобилей, меня охватывает смешанное чувство восхищения перед смелостью тех лидеров и холодок по спине от осознания их беззащитности. Это были времена, когда сам факт наличия автомобиля у главы государства уже представлял собой символ прогресса, но о безопасности в современном понимании речи не шло. Представьте себе открытые фаэтоны или ранние седаны с тонкими кузовными панелями, большими стеклами, которые разлетелись бы вдребезги от малейшего удара и полным отсутствием какой-либо брони. Президент Уильям Маккинли стал одним из первых, кто проехал в автомобиле в 1901, но его поездка закончилась трагически, он был смертельно ранен, хотя и не в машине. Теодор Рузвельт уже более активно использовал автомобили, но его кортеж представлял собой скорее дань моде, чем продуманную систему защиты. Эти ранние машины, такие как Baker Electric или White Steamer, были медлительными, часто ломались и не предлагали никакой защиты от потенциальных угроз. Двери, если они вообще были, запирались на простые щеколды, крыши были либо тканевыми, либо отсутствовали вовсе, а сама конструкция автомобиля весом, может, в пару тысяч фунтов не могла противостоять ни пулям, ни тем более взрывам. Опасность подстерегала не только со стороны злоумышленников. Сами дороги были далеки от идеала, а несовершенство тогдашних технологий означало высокий риск аварий или внезапных поломок в самых неподходящих местах, оставляя президента и его окружение в крайне уязвимом положении. Контраст с современными лимузинами, весящими по 9 тонн и способными выдержать обстрел из крупнокалиберного оружия, просто поражает. Те первые автомобили лидеров были скорее роскошными каретами с мотором, чем средствами безопасной транспортировки. Осознание этого заставляет по-новому взглянуть на риски, которые брали на себя те исторические фигуры, садясь за руль или на пассажирское сиденье этих хрупких символов новой эры. Пикап для президента и другие странности. Иногда стремление к уникальности заводит конструкторскую мысль в такие дебри, где роскошь сталкивается лбом с элементарной логикой. Я говорю о тех моментах, когда создатели президентских или околопрезидентских автомобилей пытались изобрести велосипед, скрещивая несовместимое, и получали на выходе не совсем то, что ожидалось. Самым ярким примером такого концептуального провала, на мой взгляд, служит Lincoln Blackwood, появившийся на свет в 2001. Помните ту безумную моду на пикапы в Америке на рубеже веков, когда их пытались превратить в символ городского шика? Вот тогда-то маркетологи Lincoln и решили, что миру непременно нужен пикап класса люкс, возможно, даже для самых высокопоставленных особ. Идея родилась из концепт-кара, который вроде бы понравился публике. Но одно дело — выставочный образец, и совсем другое — реальный автомобиль. Blackwood представлял собой чудовищный черный пикап, доступный только в одном исполнении, ценой в $52 500 США. Огромные деньги по тем временам. Но самое смешное крылось в его практичности. Грузовую платформу, сердце любого пикапа, превратили в отделанный снаружи под черное дерево, а внутри нержавеющий сталью багажник-сундук с крышкой на сервоприводе. То есть возить в нем можно было разве что пару чемоданов для гольфа.
Привод оставили только задний, что делало его бесполезным вне асфальта. А салон мало отличался от обычного Ford F-150, на который просто навесили лицо Линкольна. Получился автомобиль, на котором можно было только красоваться, и то с натяжкой. Он не был ни практичным пикапом, ни по-настоящему роскошным седаном. Неудивительно, что за чуть более чем год производства удалось продать всего 3356 таких машин. Это яркий урок. Даже в мире президентских кортежей, где символизм играет огромную роль, практичность и здравый смысл никто не отменял. Попытка создать нечто вычурное ради самой вычурности почти всегда обречена на забвение. Мотор заглох. Технические кошмары на высшем уровне. Когда на кону безопасность первого лица государства, любой скрип или стук в автомобиле вызывает тревогу, а уж внезапная остановка посреди маршрута – это настоящий кошмар для службы охраны. Представьте себе напряжение. Кортеж движется по расписанию, маршрут выверен до секунды, и вдруг главный автомобиль дергается и замирает. Именно такой конфуз произошел с кортежем президента Джорджа Буша-младшего во время его визита в Италию. Его специально подготовленный Кадиллак, казалось бы, образец надежности, просто взял и заглох на оживленной Римской улице. Видеозаписи этого момента облетели весь мир, демонстрируя редкий момент уязвимости американского президента. К счастью, служба безопасности сработала четко, быстро пересадив главу государства в запасную машину, но сам факт такой поломки заставляет задуматься. И это далеко не единичный случай потенциальных проблем. Вспомним коммерческие провалы некоторых моделей из-за их ненадежности. Например, Smart Roadster, который хоть и не был президентским, но страдал от таких частых гарантийных проблем, что каждая машина обходилась производителю почти в 3000 евро дополнительных расходов. А теперь представьте подобный уровень ненадежности у автомобиля, перевозящего лидера страны. Любая поломка – это не просто задержка в графике или повод для шуток в прессе. Это незапланированная остановка, потенциальное окно для атаки, нарушение периметра безопасности, хаос и высочайший уровень стресса для всех вовлеченных. Даже незначительная неисправность, вроде отказа кондиционера в жаркий день или сбоя в системе связи, может создать серьезные неудобства и отвлечь внимание от главного – обеспечения безопасности. Именно поэтому современные президентские лимузины, такие как американский The Beast или российский Aurus, проходят через невероятно строгие испытания, имеют дублирующие системы и создаются с колоссальным запасом прочности. Технические кошмары прошлого научили инженеров и службы безопасности очень важным урокам. Символ нации или повод для насмешек. Автомобиль президента – это не просто транспортное средство, это визитная карточка страны, движущийся символ власти и национального престижа. И когда этот символ вызывает не гордость, а недоумение или даже насмешки, это становится серьезной проблемой. История знает немало примеров, когда выбор или разработка президентского авто приводили к скандалам и общественной критике. Вспомним попытку General Motors вывести на европейский рынок Cadillac BLS в 2005. Идея вроде бы была логичной – использовать мощности шведского Saab, принадлежавшего тогда GM, для создания компактного Кадиллака для Европы. Но европейцы быстро раскусили подвох. Машина была лишь слегка перелицованным Saab 9.3, причем не в лучшую сторону. Зачем переплачивать за американский пафос, если можно купить почти такой же, но более стильный и аутентичный шведский оригинал за меньшие деньги? Проект с треском провалился, оставив пятно на репутации Cadillac в Европе. Еще более вопиющий случай – Aston Martin Signet, появившийся в 2011. Английскому производителю суперкаров срочно понадобилось снизить средний уровень выбросов по модельному ряду, чтобы избежать штрафов. Решение – взять крошечную Toyota IQ, налепить на нее решетку радиатора Aston Martin, отделать салон дорогой кожей и продавать втридорога существующим клиентам как вторую машину. Это был настолько циничный ход, что публика его просто не приняла. За 2 года удалось продать всего 143 таких Астона. Это пример того, как погоня за формальными показателями может обернуться репутационной катастрофой. Бывали и другие случаи. Критика за чрезмерную стоимость, как многомиллиардная модернизация Air Force One при Трампе, хотя это и самолет, выбор иностранного производителя в ущерб отечественному или просто неудачный дизайн, не соответствующий высокому статусу пассажира, как у некоторых европейских проектов вроде Lancia Thesis, на который возлагали большие надежды, но который так и не смог завоевать признание за пределами Италии. Каждая такая история — напоминание о том, что президентский автомобиль всегда находится под пристальным вниманием, и любая ошибка в его концепции или исполнении может вызвать бурю негодования. Не сокрушайтесь
несокрушимый зверь Сэл Намель. Есть что-то завораживающее в виде президентского лимузина Соединенных Штатов, известного как The Beast или Зверь. Это настоящая крепость на колесах. 9-тонный монстр, покрытый толстенной броней, способный выдержать взрывы и обстрелы, оснащенный самыми передовыми системами защиты и связи. Он кажется абсолютно неуязвимым, символом американской мощи и технологического превосходства. И тем ироничнее и неожиданнее выглядит ситуация, когда этот несокрушимый гигант оказывается беспомощным перед самым обычным препятствием. Именно это и произошло в 2011 во время визита президента Барака Обамы в Дублин, столицу Ирландии. Кортеж выезжал с территории американского посольства, и в этот момент произошло немыслимое. Зверь, видимо, из-за своих габаритов и низкого клиренса, попросту сел на брюхо на пандусе или высоком бордюре ворот. Махина весом с небольшой грузовик застряла, заблокировав выезд. Представляете картину? Десятки агентов секретной службы суетятся вокруг неподвижного лимузина. Журналисты со всего мира снимают этот курьез, а где-то внутри находится один из самых охраняемых людей планеты. Послышался скрежет металла, когда лимузин пытался сдвинуться с места. Этот инцидент мгновенно стал мировой сенсацией. Конечно, президента быстро пересадили в запасной автомобиль, и серьезных последствий для безопасности не было. Но сам факт того, что суперсовременный, многомиллионный броневик может быть обездвижен обычным куском бетона, стал поводом для многочисленных шуток и серьезных размышлений. Это было яркое напоминание. Никакие технологии не дают стопроцентной гарантии от случайностей. Даже зверь может оказаться в нелепой ситуации, демонстрируя, что в реальном мире всегда есть место непредвиденным обстоятельствам. Этот дублинский конфуз навсегда вошел в историю президентских путешествий как один из самых запоминающихся и неожиданных провалов. Работа над ошибками. Путь к идеалу. Каждый провал, каждая ошибка, каждый неловкий момент, связанный с президентскими автомобилями, о которых я рассказывал, не прошел бесследно. История автомобилестроения для первых лиц — это во многом история работы над ошибками, постоянного совершенствования и извлечения уроков из горького опыта. Давайте оглянемся назад. Уязвимость ранних открытых машин, где лидер был беззащитен не только перед пулями, но и перед стихией. Это привело к появлению сначала закрытых кузовов, а затем и к разработке первых бронированных версий. Технические кошмары, вроде внезапно глохнущих моторов посреди враждебной толпы или на ответственном мероприятии. Они заставили инженеров уделять колоссальное внимание надежности, дублировать ключевые системы от электроники до тормозов и проводить изнурительные многотысячемильные испытания в самых экстремальных условиях. Концептуальные провалы, такие как попытка сделать пикап президентским автомобилем или неуместное использование чужих платформ. Они научили производителей более трезво оценивать баланс между имиджем, практичностью и ожиданиями публики. Конфузы, подобные застрявшему в Дублине зверю, они подчеркнули важность учета не только баллистической защиты, но и элементарной геометрии проходимости, особенно для таких тяжелых и длинных машин. Скандалы вокруг стоимости или выбора производителя. Они заставили правительство и службы протокола более тщательно подходить к вопросам оптики, национального престижа и целесообразности расходов. Каждый инцидент, каждая критика становились толчком к поиску новых решений. Более прочных материалов, более совершенных систем связи и жизнеобеспечения, более продуманной логистики и подготовки маршрутов. Путь от тех первых почти беззащитных фаэтонов до современных мобильных крепостей был долгим и тернистым. И именно благодаря тем самым худшим автомобилям, тем ошибкам и просчетам, сегодня мы можем говорить о действительно впечатляющих образцах инженерного искусства, обеспечивающих беспрецедентный уровень безопасности. Теперь мы переходим к ним, к лучшим из лучших. Аурус Сенат, кремлевский броненосец. Когда речь заходит о современных президентских лимузинах, нельзя обойти вниманием российский Аурус Сенат. Автомобиль, ставший символом возрождения отечественного автопрома в люксовом сегменте и ответом Кремля на зарубежные аналоги. Это не просто машина, это часть масштабного проекта «Кортеж», призванного обеспечить первых лиц государства транспортом российского производства. Разработка велась силами Государственного института, нами. Но, что интересно, не обошлось без привлечения иностранных специалистов, в частности инженеров из Porsche, которые помогали доводить до ума силовой агрегат. Результат получился внушительным. Сенат — это монументальный лимузин, одним своим видом излучающий мощь и неприступность. Его длина составляет около 23 футов, а вес достигает примерно 6 тонн или 13 228 фунтов, что говорит о серьезном уровне бронирования. Под капотом скрывается гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового двигателя 8, обеспечивающая достаточную динамику для такой массивной машины. Сообщалось даже о его потенциальных внедорожных возможностях, что немаловажно в российских условиях. Что касается конкретных характеристик брони и систем защиты, то здесь российское правительство хранит молчание, что вполне ожидаемо для объекта такого уровня секретности. Однако можно не сомневаться, что уровень защиты соответствует самым высоким мировым стандартам, способным противостоять
противостоять как стрелковому оружию, так и взрывным устройствам. Весь проект, по некоторым оценкам, обошелся в сумму, эквивалентную примерно 10 миллионам долларов США за один такой лимузин при его разработке, хотя серийные версии для свободной продажи, конечно, имеют другую цену. Aurus Senat — это не просто транспортное средство для президента Путина, это заявление о технологических амбициях России, демонстрация способности создавать собственные люксовые и защищенные автомобили, не уступающие лучшим мировым образцам, таким как американский The Beast или немецкие броневики. Он стал неотъемлемой частью имиджа современной российской власти. Элегантность под прикрытием британский выбор. Когда дело доходит до автомобилей для первых лиц Великобритании, будь то премьер-министр или монарх, на ум сразу приходит уникальное сочетание традиционной британской элегантности и самой современной защиты. Это не просто транспорт, это часть национального имиджа, где стиль не уступает безопасности. Вспомним, например, автомобиль бывшей премьер-министра Терезы Мэй — Jaguar XJ Sentinel. С виду это был классический британский седан, но под его изящной оболочкой скрывался настоящий броневик. Разработанный специально для нее, он был усилен кевларом и обеспечивал защиту от взрывов. При этом, несмотря на значительный вес брони, машина сохраняла способность развивать скорость свыше 120 миль в час. Идеальное сочетание для быстрого отхода в случае опасности. И что примечательно, стоимость этого автомобиля была относительно скромной по меркам президентских лимузинов — около 310 тысяч долларов США. Конвой Терезы Мэй также отражал британский подход. Его сопровождали несколько Range Rover Sport, несущих охрану и персонал, и полицейские мотоциклы BMW, все подобрано со вкусом и функциональностью. Но вершиной британского автомобильного искусства для VIP-персон, безусловно, является Bentley State лимузин королевы Елизаветы II. Таких лимузинов существует всего 2 в мире. Оба были подарены Ее Величеству в 2002 к 50-летию ее восшествия на престол. Эти уникальные машины немного длиннее стандартного Bentley Arnage, оснащены 6 и 7-литровым двигателем в 8 мощностью около 400 лошадиных сил. Само собой, они полностью пули и взрывонепроницаемы, а салон герметичен. Но самая интересная особенность — это высокие двери и крыша, позволяющие королеве почти встать в полный рост перед выходом, а также панорамное остекление, чтобы подданные могли хорошо видеть своего монарха. Эти автомобили — настоящие произведения искусства, где роскошь, традиции и высочайший уровень защиты слились воедино. Немецкая точность, несокрушимые гвардейцы. Если в мире и существует эталон автомобильной безопасности для глав государств, то его имя, скорее всего, будет немецким. Бронированные версии флагманских седанов Mercedes-Benz и Audi, известные как Guard и Security, соответственно, давно стали выбором номер 1 для множества мировых лидеров, ценящих бескомпромиссную защиту и инженерное совершенство. Взгляните на Mercedes-Benz S680 Guard, которым пользуется канцлер Германии Олаф Шольц. Снаружи он может выглядеть как обычный роскошный лимузин, но это впечатление обманчиво. Его вес достигает 4,6 тонны, из которых 2,5 тонны приходится на бронекапсулу. Лобовое стекло весит более 250 фунтов. Этот автомобиль сертифицирован по высшему гражданскому классу баллистической защиты VR-10, что означает способность выдерживать обстрел из штурмовых винтовок и взрывы. Он оснащен системами противодействия дымовым атакам и может двигаться даже на спущенных шинах. Под капотом 6-литровый V12 мощностью 600 лошадиных сил, и это первый Guard с полным приводом 4MATIC. Стоимость такой машины засекречена, но гражданская версия оценивается примерно в 650 тысяч долларов США. Подобный уровень защиты предлагает и Mercedes-Maybach S650 Guard премьер-министра Индии Нарендри Моди, который способен выдержать взрыв 15 килограммов тротила с расстояния всего 6 футов и огонь из армейского оружия. Даже двери настолько тяжелы, что требуют электропривода. Не отстает и Audi. Бывший канцлер Ангела Меркель передвигалась на бронированном Audi A8, также обеспечивающем высочайший уровень безопасности. Даже лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выбирает немецкое качество, используя удлиненный Mercedes-Benz S600 Pullman Guard, 5,5 тонный броневик длиной 21 фут, сертифицированный по классу VR-9 и способный защитить от взрывов под днищем. Эти немецкие гвардейцы — настоящие мобильные бункеры, созданные с маниакальным вниманием к деталям безопасности. Драконы и хризантемы. Флагманы Востока. Когда мы обращаем взор на Восток, мир президентских автомобилей открывается с совершенно иной стороны, где передовые технологии переплетаются с глубокими культурными традициями и национальной гордостью. В Японии, стране восходящего солнца и автомобильных гигантов, император Нарухито передвигается на поистине уникальном автомобиле Toyota Century Royal. Это не просто удлиненная версия роскошного седана Century. Это нечто гораздо большее. Существует всего несколько таких машин, каждая со своей спецификой, включая даже кабриолет, использовавшийся во время коронации императора в 2019-м. Внутри Century Royal
Royal. Царство спокойствия и утонченности, гранитные пороги, обивка из натуральной шерсти, потолок, отделанный нежной рисовой бумагой. Это атмосфера традиционного японского дома на колесах. При этом автомобиль оснащен мощным двигателем V8, дополненным гибридной системой для заботы об окружающей среде и, разумеется, всеми необходимыми системами защиты, детали которых держатся в секрете. Совершенно иной подход демонстрирует Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин использует в качестве основного автомобиля Hongqiu L5, что переводится как «красное знамя». Это самый дорогой автомобиль китайского производства, символ мощи и престижа Поднебесной. В его кортеже обычно несколько таких машин, общая стоимость которых может достигать $4 миллионов США. Hongqi L5 — это массивный седан с ретро-дизайном, отсылающим к классическим моделям марки, но с современной начинкой. Под капотом 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 380 лошадиных сил. И хотя Hongqi L5, возможно, не обладает таким же запредельным уровнем бронирования, как немецкие аналоги или американский зверь, он является важным символом технологического суверенитета Китая и его растущего влияния на мировой арене. Оба автомобиля, и японский Century Royal, и китайский Hongqi L5 — это не просто транспорт, это воплощение духа своих наций. Зеленый свет для Елисейского дворца. В мире, где президентские лимузины традиционно ассоциируются с огромными прожорливыми седанами, Выбор президента Франции Эммануэля Макрона выглядит свежо и по-настоящему новаторски. он стал первым французским лидером, чьим официальным автомобилем стал DS7 Crossback, стильный кроссовер, да еще и с гибридной силовой установкой. Этот выбор не просто дань моды на SUV, это осознанное заявление. Макрон, известный своей активной позицией в вопросах защиты окружающей среды, решил и в выборе служебного транспорта следовать своим принципам. Его DS7 Crossback — это необычная серийная модель. Во-первых, он длиннее своего гражданского собрата, чтобы обеспечить больше пространства и комфорта в задней части салона. Во-вторых, он, разумеется, полностью бронирован, отвечая всем требованиям безопасности для первого лица государства. Но самое интересное — под капотом. Здесь трудится передовая гибридная система плагин. Бензиновый 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель работает в паре с двумя электромоторами, выдавая суммарную мощность 300 лошадиных сил и обеспечивая полный привод 4х4. Да, это далеко не самый быстрый президентский автомобиль в мире, но он, возможно, один из самых экологичных. Этот выбор позволяет французскому президенту не только говорить о важности зеленых технологий, но и демонстрировать их применение на собственном примере. Автомобиль дебютировал в ноябре 2021, и хотя цена гражданской версии начиналась примерно от $74 тысяч США, стоимость специально подготовленного бронированного гибрида для президента, несомненно, в разы выше и держится в секрете. DS7 Crossback Макрона — это яркий пример того, как современные тренды, забота об экологии и высочайшие требования безопасности могут гармонично сочетаться в автомобиле для мирового лидера. Неприступная цитадель. Знакомьтесь, Зверь. Его называют Зверь. Первый автомобиль или по кодовому имени Дилижанс. Лимузин президента Соединенных Штатов — это без преувеличения самая известная, самая обсуждаемая и, возможно, самая защищенная машина на планете. Созданный подразделением Cadillac концерна General Motors, Этот черный монстр представляет собой вершину инженерной мысли в области безопасности. нынешняя версия, обновленная в 2018, является развитием модели 2009. Его предполагаемая стоимость при разработке достигала $16 миллионов США. И когда начинаешь изучать его характеристики, понимаешь почему. Зверь — это настоящая крепость на колесах. Его вес составляет около 9 тонн или 20 тысяч фунтов, примерно как 2 взрослых слона. Стенки кузова имеют толщину около 200 мм или 8 дюймов, а бронированные стекла 130 мм или 5 дюймов. Двери толщиной 8 дюймов весят столько же, сколько дверь кабины пилотов Boeing 747. Они герметично закрывают салон, защищая от любых химических или биологических атак. Кузов изготовлен из стали, алюминия, титана и керамики. Он способен выдержать прямое попадание из гранатомета и взрывы мин. Топливный бак защищен специальной пеной, предотвращающей взрыв даже при прямом попадании. Шины, усиленные кевларом, позволяют продолжать движение даже будучи простреленными. Внутри автономная система подачи кислорода и даже запас крови, соответствующей группе крови президента. Но Зверь способен не только защищаться. На его борту имеется арсенал, помповые ружья, гранатометы со слезоточивым газом, система ночного видения и даже устройство для создания масляного пятна на дороге, чтобы сбить с толку преследователей. Этот автомобиль — воплощение идеи абсолютной безопасности, мобильный бункер, готовый к любой мыслимой и немыслимой угрозе. В нем нет ничего лишнего, каждая деталь подчинена одной цели — сохранить жизнь президента США. Небом единым летающий овальный кабинет.
Хотя наше внимание сегодня приковано к автомобилям, рассказ о транспорте первых лиц был бы неполным без упоминания абсолютного эталона президентских перевозок — самолета президента США, известного всему миру как Air Force One. Конечно, это не автомобиль, но уровень технологии, комфорта и, главное, безопасности, реализованный на его борту, служит отличным ориентиром для понимания того, насколько серьезно подходит к защите лидера Соединенных Штатов. Стоит уточнить, Air Force One — это позывной любого самолета ВВС США, на борту которого находится президент. Но обычно под этим именем подразумевают один из двух специально оборудованных лайнеров Boeing 747-200B, вернее, их военную модификацию VC-25A. Это не просто самолеты. Это летающие белые дома, командные центры и неприступные крепости. Площадь внутренних помещений составляет около 4000 квадратных футов, больше, чем многие городские квартиры. Здесь есть президентские апартаменты, конференц-залы, офисы для персонала, медицинский отсек с операционной, 2 кухни, способные накормить до 100 человек изысканными блюдами. Но главное — это защита. Самолет оснащен самыми современными системами связи, защищенными от прослушивания и взлома, системами радиоэлектронной борьбы для подавления радаров противника, тепловыми ловушками для увода ракет с тепловым наведением. Корпус самолета способен выдержать электромагнитный импульс от ядерного взрыва. Он может дозаправляться в воздухе, что позволяет ему находиться в небе практически неограниченное время. Недавняя модернизация парка, инициированная при Дональде Трампе, обошлась примерно в 1,4 миллиарда долларов США, а новые лайнеры на базе Boeing 747-8 будут еще больше 250 футов в длину и быстрее, способные достигать скорости, близкой к скорости звука почти 1 мах. Air Force One — это абсолютный пик технологий в сфере VIP-транспорта, символ мощи и глобального присутствия США, рядом с которым даже самые совершенные автомобили кажутся лишь малой частью огромной системы обеспечения безопасности первого лица.